Всем доброго вечера, друзья мои. Я дарила вам очень много защитных работ, которые не просто помогают, а буквально спасают жизнь. Эти работы были созданы на основе очень древних знаний, которые передавались из поколения в поколение тысячелетиями. И изучая эти книги, эти архивы, эти документы в разное время по-разному, мне в этом очень сильно помогло мое историческое образование. Я создала работы, которые действительно работают. Не просто красиво звучат, они реально помогают. И защит много не бывает. У нас есть свой стражник, свой хранитель. У каждого, естественно, свой. И каждому человеку отдается в защиту тот дух, который его род заслуживает. У всех есть хранители, но есть хранители сильные, есть хранители средние, есть хранители слабые. Это зависит от заслуг рода. Если род был достойный, если люди очень много сделали хорошего, доброго, то, естественно, их потомков хранят и охраняют, как зеницу ока, потому что этот род должен продолжиться. Если род проклятый, слабый, то и хранителей отдают их потомкам слабых, потому как их выживание не столь, скажем так, важно для Вселенной. Не просто так сказано, что делайте добро, потому что это все вернется вашим детям. Вот в этом смысле в том числе. Ну, как бы там ни было, когда вы призываете защитников, хранителей, со временем, естественно, вы усиливаетесь. Если вы убираете из себя это все сами или с помощью ведьм, если вы укрепляете свою связь с миром духов, с силами удачи и прочее, постепенно, конечно, к вам приходит тот стражник, который отправляется этими силами, потому что вы усиливаете свою связь с ними. Вот вам еще одна работа. Если у вас настали трудные времена, вы можете это начитывать каждый день, становитесь посреди комнаты и, поворачиваясь на все 4 стороны света, слегка поклонившись, читайте по одному разу этот заговор. Каждый день, раз в день нужно это делать, если у вас трудный период. Судебные преследования, какие-то иные трудности. Если вы находитесь в зоне риска, в горячих точках, где угодно. То есть это в тот момент, когда вашей жизни, вашей душе, вашим делам грозит некая опасность. Если, например, вы ночью поздно возвращаетесь для того, чтобы у вас была защита, можете говорить то же самое вашим детям. Они могут это начитывать, можете написать и оставить у них. Проходит через какие-то безлюдные места. Да и вообще просто перед дорогой волнуетесь, переживаете. Точно так же встаньте посреди комнаты, поворачиваясь на все 4 стороны света, по одному разу. Вот повернулись, поклонились, прочитали, потом еще раз. И вот так вот 4 раза. И спокойно идите по делам, будьте уверены, что эта сила обязательно вам поможет. И помните, что зачастую сила не вмешивается в нашу судьбу, в нашу жизнь, пока мы не попросим. Они уважают нашу свободу и свободу выбора. Вот мы не просили, они не будут вмешиваться. В редких случаях, когда за спиной человека сильный род, и он защищает. Почему в редких? Потому что не у всех сильный род. Но если усилить себя, то и свою связь со своим родом, конечно, со временем вы разницу почувствуете. И поэтому надейтесь, конечно, что силы вам будут помогать, если вы часто обращались, но в любом случае лишний раз напомнить о себе и попросить стоит. Вы не думайте, что я человек, который
уже столько лет своей жизни, половина своей жизни, больше половины, находится в этой сфере и знает очень многое в магии, я точно так же обращаюсь, прошу, точно так же убираю опасности со своей дороги. Почему? Потому что я считаю, что лучше изначально не допускать зло в свою жизнь, чем потом бороться с последствиями. Изначально не допускать, начитать, защитить себя. И всю свою жизнь я буду это делать, и вы в том числе. Пока мы живые люди, кто-то нам будет завидовать, кто-то будет желать нам зла, кто-то будет желать нам погибели, кто-то будет пытаться нашу жизнь разрушить, уничтожить нас и все что угодно. Потому что в нашем мире есть очень много достойных душ, светлых и темных, не будем говорить, достойных душ. И есть очень много упырей и недочеловеков в обличии людей, которые могут выглядеть очень красиво, очень там образованно, но внутри сидит упырь, который питается людской болью, и вся его жизнь и цель его жизни состоит в том, чтобы кому-то причинить боль. Это не обязательно взять нож и ходить там искать людей. Это можно делать по-разному, понимаете? И вы прекрасно знаете, что зависть не остается только в словах. Оно всегда переходит в действие. Всегда переходит в действие. Завистливый человек испытывает физическую боль, пока вам не сделает что-нибудь плохое, какую-нибудь подлость. Он буквально просто умирает. Он не может подпитать себя иными эмоциями в этой жизни, радостью, созидательным трудом и так далее. Человек питается созидательным трудом, если он человек. Он кому-то отдает вещь, кому-то хлеб отдает, что-то строит, что-то пишет. И когда одобряет общество его действия, он вот этой энергией, силой питается и чувствует себя хорошо, чувствует себя востребованным, уважаемым и так далее. А упырь, он питается болью человеческой, поэтому он не может по-другому жить. Он должен обязательно причинять вред, обязательно где-нибудь что-нибудь доносить, где-нибудь написать, куда-нибудь отправить, как-нибудь гадости писать, какую-нибудь подставу сделать, понимаете? Это упырь. У него человеческое лицо, ноги, руки, может быть, и очень красив, но внутри него сидит этот упырь. И вот пока есть на земле эти упыри, они будут всегда. И будут всегда добрые люди. Вот как, например, одна часть людей калечит животных, другая часть спасает, понимаете? Упыри калечат и наслаждаются болью, подпитываются отрицательными эмоциями. А хороший человек подбирает, лечит, раздает в добрые руки и питается вот этой эмоцией счастья того живого существа, которого он спас. И мир никогда не будет хорошим, добрым, ну и окончательно злым не будет. Потому что всегда мы будем делиться на людей и нелюдей. Нелюдь слово, это не просто так сказано, нелюдь, не из-за желания оскорбить, а потому что он действительно там нет человека. Там нечто, некая сущность, которая родилась в теле человека и пришла в этот мир. И он имеет очень прекрасную маску, может играть роль человека очень. Всю свою жизнь может играть роль, понимаете? Те же самые полицаи, которых после войны ловили, скажем, они ничем себя не выдавали, были очень уважаемые люди, кто-то стал писателем, кто-то даже ездил по школам, детям рассказывал там о войне, как победили фашизм и так далее. Но когда их поймали, оказалось, что они такие страшные вещи творили, что просто в голове не укладывается. Но у человека, вот видите, у него есть прекрасные театральные данные, он может сыграть хорошего человека. И вот почему нам нужна защита, вот когда люди говорят, вот защита, зачем в жизни столько защит? Потому что в жизни вокруг нас, даже среди наших родных, близких, могут быть очень страшные люди, которые в обличии вот с личиной человека могут нам только желать причинять боль. Кто-то на уровне подсознания, проклятий и прочее. Кто-то на уровне доносов, кто-то на уровне сплетен. Но будут нам мешать жить, потому что им мешает наш свет, знаете, ослепляет, раздражает. Не любят они доброту. И они эту доброту будут желать уничтожать любыми способами. Так вот, пока мы живые люди, мы должны и защищать себя, и призывать удачу, и убирать неудачи, и снимать с глаз, который может быть все время и так далее. Это учтите. Точно так же, как мы не один раз
едим и на 80 лет сытые. Нет. То же самое. Это такая же потребность, как еда, вода и прочие потребности. Наш мир чем дальше, тем злее становится, и мы это видим. Чем дальше, тем более развязаннее, тем, скажем, меньше осуждается зло, больше поощряется и прочее. Естественно, если мы хотим жить в таком мире, не самым добрым, мы должны понимать, что без защиты тех сил, которые за нашей судьбой следят, нам не обойтись. Итак, я вам объяснила, как это делать. Если у вас трудный, тяжелый период, и вы опасаетесь за свою жизнь, за свободу и прочее, значит, начитывайте. Можете в совокупности с другими работами. Начитывайте каждый день. Если просто из случая к случаю, например, в дорогу собрались, вообще дух сопровождающий очень, очень замечательная работа. И очень многим эта сила спасала жизнь. Вот. Черед, дух-телохранитель. Много я вам давала работ, которые, очень сильные и очень помогают. Вот вам еще одна работа, которую можно дать и детям начитывать. В трудных... Мало ли, может, в школе обижают, может, ребенок боится через пустырь, через какую-то дорогу идти домой, потому что малолетние подонки есть, которые могут изгаляться. И мы знаем, да, что среди детей есть тоже то же самое упыри в маленьких телах, которые потом становятся большими упырями. И они завидуют детям из хорошей семьи, детям из благополучных семей и прочее. И могут очень много причинять боли. Мне понравился рассказ нашей одной зрительницы, когда она пошла заступаться за сына, потому что одна девочка из не очень хорошей семьи все время не просто задирала, но и унижала, в общем, доставала этого мальчика. И она пошла, и эта девочка издевательски сказала: вы пришли его защищать, а что он сам не может? И тогда, говорит, я ее прижала к стене и сказала: да, я пришла защищать своего сына, потому что у него есть мать, которая его любит, а у тебя нет этой матери, которая тебя любит. Оттого ты зла и ненавидишь всех. И ей стало плохо от этих слов. Да, это есть. Конечно, ребенок не виноват, что у него такая судьба, но и другие не виноваты, согласитесь, чтобы страдали из-за таких существ. Почему такие детки думают, что весь мир им обязан и должен. И вот терроризируют других детей, и это заканчивается потом плачевно. Почему? Потому что раньше, если директор и учитель разговаривали, общались, сейчас люди безразличные, им все равно это не та педагогика, к сожалению. И вот приходится своими силами с этим всем справляться, чтобы не дошло до беды. А теперь заговор. Читать 4 раза, уже объяснила, каким образом. Мой стражник-хранитель, от бед избавитель, садись мне на плечо, внушай мне мысли спасительные. Опасности убери с моей дороги, помоги обходить капканы, отведи глаза врагов, ослепи их, оглуши их, рты им закрой, схвати за руку супостата, храни от душегуба, от пули и огня, от воды, от ветра, от сумы и от тюрьмы. На плече моем сиди, во всех делах мне помоги. Избави меня от всякого зла, приди на помощь в трудный час. И будь рядом, помоги мне обходить все опасности на пути. Истинно так, заклинаю. Мой стражник-хранитель, от бед избавитель, садись мне на плечо, внушай мне мысли спасительные. Опасности убери с моей дороги, помоги обходить капканы, отведи глаза врагов, ослепи их, оглуши их, рты им закрой, схвати за руку супостата, храни от душегуба, от пули и огня, от воды, от ветра, от сумы и от тюрьмы. На плече моем сиди, во всех делах мне помоги. Избави меня от всякого зла, приди на помощь в трудный час. И будь рядом, помоги мне обходить все опасности на пути. Истинно так, заклинаю. Мой стражник-хранитель, от бед избавитель, садись мне на плечо, внушай мне мысли спасительные. Опасности убери с моей дороги, помоги обходить капканы, отведи глаза врагов, ослепи их, оглуши их, рты им закрой, схвати за руку супостата, храни от душегуба, от пули и огня, от воды, от ветра, от сумы и от тюрьмы. На плече моем сиди, во всех делах мне помоги. Избави меня от всякого зла, приди на помощь в трудный час. И будь рядом, помоги мне обходить все опасности на пути. Истинно так, заклинаю. Мой стражник-хранитель, от бед избавитель, садись мне на плечо, внушай мне мысли спасительные. Опасности убери с моей дороги, помоги обходить капканы, отведи глаза врагов,
Ослепи их, оглуши их, рты им закрой. Схвати за руку супостата, храни от душегуба, от пули и огня, от воды, от ветра, от сумы и от тюрьмы. На плече моем сиди, во всех делах мне помоги. Избави меня от всякого зла, приди на помощь в трудный час. И будь рядом, помоги мне обходить все опасности на пути. Истинно так, заклинаю. Мой стражник-хранитель, от бед избавитель, садись мне на плечо, внушай мне мысли спасительные. Опасности убери с моей дороги, помоги обходить капканы, отведи глаза врагов, ослепи их, оглуши их, рты им закрой. Схвати за руку супостата, храни от душегуба, от пули и огня, от воды, от ветра, от сумы и от тюрьмы. На плече моем сиди, во всех делах мне помоги. Избави меня от всякого зла, приди на помощь в трудный час. И будь рядом, помоги мне обходить все опасности на пути. Истинно так, заклинаю.